Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра! В этом видео я решила пораскрашивать Ханну Карлсон «Рассветный час». Кстати, я почему-то никогда не говорю, а подарила мне ее Алла. Огромное спасибо. Ну, не знаю, просто так бывает, что кто-то что-то дарит, я называю, а тут как-то получается мимо. Ладно, в общем, раньше я, как и абсолютно все раскраски, красила в разброс. Потом здесь стала по порядку раскрашивать. Ну, правда, вот здесь не раскрасила, да, но я много раз листала. В общем, тут у меня по порядку, а вот это пропуск. Я, поскольку еще крашу дневные грезы, собственно, тоже подарила Алла. И получается, что вот бывает что-то в таком стиле, я там раскрашу. И, соответственно, вторую иллюстрацию, плюс-минус похожую здесь, мне не хочется красить. Поэтому где-то что-то пропускала. Но вот сейчас, поскольку там были раскрашены другие иллюстрации, то, конечно же, пришло время пораскрашивать тут. Кстати, вот я сейчас так сказала, что да, они перекликаются. У меня даже по цветовой гамме бывает похожие иллюстрации, и там перекликаются, потому что в дневных грезах вот что-то подобное было у меня, кстати. Ну вот, и в общем, нужно заполнить пробел, потому что тут все вот пораскрашено уже. Новые, конечно, у меня тоже есть раскраски, по-моему, 3 штуки. И они, конечно, тоже классные, но я хочу сказать, что вот эти для меня самые-самые любимые, самые лучшие, потому что, хотя я думала, ну хорошо, может быть, докупить еще вот из этой серии, ну, в старом формате, потому что, в принципе, они на Бук24 есть, и в Леонардо они бывают. А в Леонардо так я вообще могу практически либо бесплатно, либо там, может быть, чуть-чуть доплатить. Да бесплатно, наверное, потому что, ну сколько они там, рублей 600 стоят. У меня частенько бывают купоны на 500 рублей, еще и скидка 5,5%. Поэтому, но, знаете, листаю, понимаю, нет. Вот именно как у Марии Тролли есть, да, вот у меня в час заката, я очень люблю раскраску, а Луна, вроде там тоже хорошие иллюстрации, а что-то как-то так, а остальные вообще не лежит душа. Видимо, так и здесь, вот две самые-самые любимые. Так получилась одна, только вот печаль, что по крайней мере в дневных грезах, как оказалось, для акварели плохая бумага, даже для детской. Ну ладно, кстати, как видите, здесь вот отпечаталось, причем отпечаталось даже не отсюда, отпечаталось вот отсюда, как мы видим. Потому что вот это вот такой пигмент, он, к сожалению, проходит, и именно розовый, и в карандашах, и в ручках, и вообще везде. Уж я не знаю, в чем прикол. Ну ладно, давайте приступим. Сейчас я достану карандаши. Карандаши вообще у меня будут, скорее всего, Берлинга металлик. Но я не знаю, я хотела вообще середину раскрасить металлическими карандашами, а здесь, может быть, раскрасить просто карандашиками, но ладно, сейчас посмотрим. Но вообще вот эти металлики сами по себе они мне нравятся, но как-то их сочетать вместе, наслаивать, не, ну тоже неплохо. Но это не всегда хорошая идея, но здесь я хочу именно так сделать, наверное.
Ладно, если что-то пойдет не так, всегда можно даже стереть. Ой, ну вот они, конечно, очень мягкие карандаши, и здесь так вообще на этой бумаге ложатся просто обалденно. Я вообще на них не нажимаю. Так. Просто думаю... Нет, наверное, скорее всего, сочетать я буду с другим карандашом, не с этим. Сейчас я возьму вот этот. Мне кажется, что будет получше. Да, вот он именно немножечко затемняет, где это требуется. Вот. Совсем немножко. Так. А здесь я посмотрю. Может быть, все-таки все металликом раскрашу. Ну а фон вообще вот такие иллюстрации, если делать фон, я люблю использовать акрил. Просто вот либо одним цветом, либо что-то там сочетать. Но здесь, наверное, придется использовать, делать такой же, только, насколько я помню, здесь у меня эти манделузы с размытием. Мне так кажется. Поскольку там сухая пастель, я, конечно, этого делать не буду, а цветовой гаммы придется придерживаться, ну вот из-за этого. Поэтому, наверное, возьму сухую пастель Мунга, вот такие оттенки, и сделаю. Ну, не обязательно, чтобы все было похоже, но просто хотя бы плюс-минус. Есть еще вариант взять... Не, ну можно взять в теории гуашь, наверное. Хотелось бы тогда пастельную. Да нет, лучше сухую пастель взять и все. Потому что так уже точно ничего не произойдет на той стороне, потому что там разворот мне очень нравится. Я не хочу. Я вот уже с акварелью немножко с детской поразвлекалась в той раскраске. И немножко протекла на другую сторону, где была очень любимая мной иллюстрация. Я не скажу, что там что-то критично попорчено, но, знаете, осадок остался. Ну вот. Здесь, может быть, даже будет гелевая ручка. Неплохая иллюстрация, хотя я, ну да, наверное, предпочла бы и дальше ее не раскрасить, но уже хочется так поперелистывать, чтобы все было по порядочку. Так. Ну вот. Сейчас я поскольку отсвечивает, ну вот так вот. Давайте еще так поверну. Тут я не решила пока, какой цвет будет. Да. Вот здесь тоже будет металлик. Ну, это логично.
Но вот если несколько дней назад вот иллюстрация Виктории Дорофеевой одна, как-то я ее вроде и хотела, и не хотела красить, и знаете, я прям старалась быстро-быстро раскрасить, вроде не на отвали, но не хотелось почему-то. Как-то в процессе уже перехотела ее красить, бросать не стала. Хотя, вы знаете, Виктория Дорофеева, вот эти раскраски мне в основном очень нравятся. Правда, вот я еще тут пересматривала, у меня «Пятый элемент», вообще я ее не начинала. Но, не знаю, вот там мне как-то особо ничего не хочется красить почему-то. Ну, а здесь я прям получаю удовольствие, вот как на даче я кайфовала от раскрашивания. Так и сейчас здесь мне прям в удовольствие. Да. Получается здесь... Да, здесь, наверное, будут карандаши. Вопрос... Да, обычные карандаши, но какие именно? Я думаю, что, скорее всего, возьму, может быть, дервенты тоже. Какие-нибудь вот эти цвета. Посмотрю уже сейчас в процессе, что сочетать. Подточу их немного. Так, этот призма тоже пригодится. Возможно, как-то так. Честно, мне всегда вот это раздражают эти наклейки, потому что, ну, наверное, их можно отклеить, но честно скажу, что не очень хочется всегда этим заниматься. Заточила карандаши, но в итоге пока что выбрала два. Браун охра 5700 и Warm что-то такое 5550. Тут еще попробовала капельку. Мне вот вроде как эти понравились. Ладно, сейчас приступим. Ну, здесь, кстати, можно потом немножко, может быть, гелевых ручек добавить, скорее всего. А может быть, вообще не буду. Нет, гелевые ручки здесь точно будут. В небольшом количестве. В том числе и белые. Особенно вот здесь. Нет, вообще маловато я здесь этого цвета нанесла. Ну и пробуем. Темненький оттеночек. Хотя, наверное, вообще здесь, может быть, надо было, вот как я показывала, такой нежненький рисунок был. Я там использовала брутфунеры, и, может быть, даже и здесь стоило их использовать. Брутфунеры, они все-таки по нанесению не... Нет, ну их можно по-разному нанести, но здесь видно, что они сами по себе, вот эти, они прям очень хорошо пигмент отдают и так плотно-плотно ложатся. Вот. И с этим, наверное, лучше, конечно, будет сочетаться что-то полегче, типа именно вот брутфунеров. Потому что в ашановских там они не такие вот плотные, как эти, естественно, далеко не такие. Но там оттенки насыщенные, тоже бы не подошло. Ну ладно, я буду задействовать эти здесь уже. Раз взяла, значит взяла. Вот. Какой-нибудь. Да
тоже неплохо. В принципе, вполне неплохо. А вот здесь я тоже пока не знаю. Нет, сделаю. В принципе, здесь я сделаю то же самое, но потом, возможно, тоже гелевые ручки. Хотя я не помню, на дервенты нормально гелевые ручки лягут или нет. Не, вот для карандашей здесь отличная бумага. Очень хорошая. Ну вот. Потом я, может быть, белый возьму, вот здесь еще пройдусь. Так, ну и теперь с этой стороны то же самое. А здесь? Ну, здесь тоже. А здесь, может быть, я еще возьму вот этот карандаш. Так. Ну вот. Вроде тоже хорошо перекрывают все это безобразие. Я просто как-то расстраиваюсь, когда что-то протекает на другую сторону, именно не из тех материалов, которые вот ожидаешь, а из того, что вот когда ты не ожидаешь. Но с другой стороны, ну что ж теперь не использовать вот такие вот цвета? То, что здесь вот точечки видны, это как раз то, что здесь вот акрил, и он как бы не позволил. Но в конце концов не покупать же какую-нибудь грунтовку, чтобы перед тем, как сделать, воспользоваться чем-то розовым, другую страницу не будешь же грунтовать. Ну, мне, по крайней мере, такая идея точно не нравится. И странно, что эта тема у всех производителей. Ну, во всяком случае, то, что вот я знаю, то, что у меня есть, а у меня вроде бы много чего есть. То есть даже если я какие-то карандаши не беру полный набор, я, ну, как правило, беру хотя бы нужные мне оттенки. Вот. Но я, правда, честно сказать, почему-то, во всяком случае, на данный момент не пришла к тому, чтобы там холбайны, или как они там называются, взять, поштучно попробовать. Хотя я думаю, что у нас есть и магазины, где их можно потестировать, но вот почему-то нет желания. У меня просто есть ряд карандашей, которые, бывает, я тестирую, не беру, но, в общем, так или иначе, я вот заметила, что, исходя из того, что у меня есть, с розовыми оттенками очень часто вот эта тема. И неважно, дорогие, дешевые карандаши, ручки, пастель, вот такая вот ерунда. Это я к чему рассказываю? Вообще производители-то об этом должны знать, но раз это у всех. Возможно, это что-то дело в красителе, но у нас вроде бы прогресс идет довольно неплохо. Неужели нельзя что-то придумать, чтобы все-таки этого не происходило? Возможно, я предполагаю, что все-таки, да, все эти карандаши, пастель, она, конечно, для профессионалов или для тех, кто учится, и это предполагаются, да, не раскраски, а
какие-то рисунки, да, и, как правило, это берется там холст, лист, ну, неважно, и на другой стороне ничего нет. Возможно, поэтому это не критично, может, об этом никто не думает. Но вообще мы же видим, что все производители, в общем-то, сейчас и также на нас ориентируются, на тех, кто увлекается раскрасками, поэтому, ну, не знаю, мне кажется, недурно бы эту тему-то продумать. Потому что обидно. У меня вот эти Inkjoy ручки тоже набрала тогда на Озоне разных цветов, заполняла блокноты, там у меня хорошие тогда, я прям так этим увлекалась, и так обидно было, когда на другую сторону вот это все отпечаталось, и еще и оно, знаете, как растекается со временем, где-то неделя, что ли, проходит, и все вот это растекается, кстати. Кстати, не то я закрасила за разговорами. Ну ладно. Так, закрасим. В принципе, дервенты перекроют. Да, сюда бы совсем другой фон, не такой. Не, ну у меня вообще есть несколько разворотов, ну, где самостоятельные, не общий сюжет, а самостоятельные иллюстрации, и там разный фон. В принципе, это неплохо, но всякий раз я почему-то хочу, чтобы все было как бы единое, что ли. А вот здесь, видите, наоборот, пропустила. Ну вот, ладно. Главное начать. Я думаю, сегодня за вечер-то я и закончу эту иллюстрацию. Мне уже будет значительно спокойнее. А что тут дальше? Во-первых, я буду пролистывать и не видеть этого кошмара. Вот вообще мне бы виделось что-то такое, если честно. А дальше будет, а дальше вот это будет тоже вот, ну, нет, я вижу, как это раскрасить, но, да, я что-нибудь другое люблю. Но я сяду, раскрашу. И, пожалуй, угу. Вот так. Шикарно. Вот то, что нужно. Угу. Я думала, подойдет, не подойдет. Отлично. Просто отлично сочетается. Так плавненько. Но я сейчас еще разочек пройдусь вот этим светлым карандашом вот здесь. Хотя, наверное, я, знаете что, я белым здесь пройдусь. Меня не совсем устраивает. Мне кажется, что я вот под каким-то другим ракурсом смотрю и вижу, что, по-моему, где-то что-то я упустила. Хотя вроде бы все нормально. Вот. Так, ну и теперь вот эта часть.
Тут я даже не знаю. Наверное, ладно, сделаю я как вот серединку, брюшко. Светленьким. Так. Ой. Лампочку задела. Здесь пусть будет металлик. Тут тоже металлик. Так. И немножко, скорее, темненького где-то можно добавить. Или нет, наверное. Тоже вот так. Ну что, это видео я буду потихоньку завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных осенних раскрашивательных вечеров. Всем пока-пока.